Приветствую вас на канале Wownext Design. И в этом видео хочу поделиться идеей, покажу сам процесс создания данного дизайна. У меня возникла идея совместить кошачий френч, втирку Аврора и сам дизайн Аврора. То есть у нас будет хрустальный кошачий френч и дизайн Аврора 2 ноготка. Мне подвернулись вот такие вот стандартные ноготки, короткий миндаль или овал, кому как нравится. Камера, конечно, все же немного съедает весь этот блеск и переливы. Итак, начну. На молочную базу или полигель я укрепила ноготки полигелем, наношу серебристый кошачий глаз, он же хрустальный, он же белый, наношу сначала тонкий слой, а затем наставляю каплю и растягиваю, чтобы слой получился поплотней. И представляю прямоугольный магнит ребром. Вот таким вот образом собираются эти частички и прорисовывается вот такой вот хрустальный френч. Просушиваю гель-лак ровно 60 секунд. Этот гель-лак не имеет остаточной липкости и в него легко, идеально втирается втирка. Втирки не жалею, аккуратно аппликатором вглаживаю в ногтевое ложе втирку Аврора. Это такая полупрозрачная или даже прозрачная втирка, имеет красивый розовый блик. Очень тонкая и очень-очень красивая. Заказывала ее на Алиэкспрессе. Стоит она в районе $1–1,5. Конкретно вот этот цвет, это 5-й цвет. С розовым таким отливом, переливом. Также есть и бирюзовые, и синие, и всевозможные оттенки. Втирка действительно такая стеклянная и очень прозрачная. Очень красивые, качественные, очень мелкие втирки. Плоской мягкой художественной кистью смахиваю остатки втирки. Так как на свободном крае втирки нет, все будет отлично, идеально носиться. Я перекрываю просто плотным топом глянцевым без остаточной липкости. И просушиваю топ 60 секунд. Далее подготовлю для дизайна Аврора битое стекло. Это вот такие вот полосочки, пленочки. В своих видео я уже не раз показывала и вставила кусочек из предыдущего видео с этой пленочкой битое стекло. Продублирую для вновь добавившихся. Отрезала кусочек этой самой пленки, отрезаю уголки под углом 90 градусов и нарезаю полосочки где-то шириной 3–4 мм. Если ноготки совсем мелкие, то полосочки нарезаем немножечко уже. Получаются вот такие полосы-ромбики. Я для себя поняла, что именно такой формы они хорошо ложатся, почти нигде не торчат, хорошо можно легко перекрыть их не толстым слоем. И плюс красиво ложатся именно на миндальную форму. Прокрасила ноготок базой для гель-лака и на жидкую эту базу, смочив тонкую кисть, цепляю вот эти кусочки битого стекла и выкладываю на жидкую базу. Фиксирую в лампе 10 секунд. По моей задумке большой, мизинец и указательный у меня с хрустальным кошачьим френчем и втиркой Аврора. А безымянные и средние ноготки будут с корейским дизайном Аврора, но так а-ля на русский лад. На среднем ноготке также на жидкую базу выложила кусочки битого стекла и зафиксировала их 10 секунд в лампе. А теперь прозрачным гелем конструирующим необходимо подобрать наиболее прозрачный кристальный гель. Кистью для геля промазала сначала тонким слоем и затем уже наставила каплю поплотнее ближе к кутикуле и растянула ее и распределила равномерно по всему ноготку, хорошенько прорабатывая свободный край, чтобы не было затеков и заплывов, выстраивая не сильно объемную, но правильную архитектуру. Тонкой кистью дорабатываю, довожу до кутикулы и выравниваю, и у боковых валиков. Таким образом я качественно запечатала эту пленочку, нигде ничего не торчит и хорошо носится, ничего не откалывается и не отслаивается. Гель просушиваю 1 минуту и точно такую же процедуру повторяю и на среднем ноготке. Да, как эти ноготки тонко не делай, все равно они получаются немного, но объемные. Но все же вот эта хрустальность, стеклянность скрадывает этот объем за счет того, что они получаются такие более прозрачные. И в этом варианте это более плавный объем, нежели в корейском варианте. Ноготки все равно относительно более-менее аккуратные получаются. Гель просушиваю 60 секунд, вытираю липкий слой с геля. И так как зачастую ноготки совсем не плоские, а кусочки битого стекла мы положили достаточно широкие, большие, ближе к кутикуле, как правило, они все-таки немножечко выпирают эти уголочки, и я их подпиливаю керамической фрезой игла с красной насечкой. Это получается очень деликатно, и чуть ближе к свободному краю тоже совсем слегка прохожусь. У меня это занимает буквально несколько секунд, затем вытираю ноготки от пыли, обезжириваю
и перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости под втирку. Я стараюсь сделать это в первую очередь идеально ровным слоем, но как можно тоньше. Топ просушиваю ровно 1 минуту и точно так же перекрываю ноготок на среднем пальчике под втирку. Топ под втирку сушу ровно 1 минуту. И затем аппликатором аккуратно вглаживаю втирку. Втирки не жалею, втирки должно быть достаточно много, чтобы она идеально ровно и гладко втерлась. Повторюсь, это вот такая прозрачная втирка Аврора, заказывала ее на Алиэкспрессе, стоит она в районе $1,5. Очень мелкая втирка, прозрачная, глянцевая. Сейчас без топа она слегка мутновата, но даже уже сейчас видно все ее переливы, хотя камера немножечко все-таки съедает все оттенки и вот этот блеск. Для того, чтобы втирка хорошо носилась, торец подпиливаю пилочкой 180 грит, смахиваю кистью изо всех пазух остатки втирки. Смотрите, что уже получается без топа. Это еще топ не придал вот эту вот хрустальность и стеклянность всему этому покрытию, втирке и битому стеклу. Бескислотным праймером или он же ультрабонд промазываю торец и затем перекрываю ноготки одним слоем глянцевого топа без остаточной липкости. Лучше взять топ погуще, поплотнее и хорошенько прокрашиваю, запечатываю торец, чтобы втирка хорошо идеально относилась. Топ окончательно просушиваю по 60 секунд. И у меня остался не перекрыт топом последний ноготок на среднем пальчике. Точно так же перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Запечатываю хорошо торец и просушиваю 1 минуту. Подождав, что топ ноготки остынут несколько секунд, ноготки хорошо обтираю от остатков втирки. И душевный залипательный маникюр готов. Девочки зачастую ко мне приходят с одними мыслями, а уходят совершенно с другими ногтями, с другим дизайном. Настя, например, пришла со словами «хочу что-то нюдовое, неброское на каждый день». Но так как предыдущий наш маникюр уже был в нюдовых тонах, и повторяться это было бы очень скучно. А также еще знаю, что и та же Настя, и многие девочки носили и не по одному разу этот кошачий френч, безумно он всем полюбился. И плюс тут еще появилась эта безумно красивая втирка Аврора. Прозрачная, хрустальная, с невероятно красивым вот этим переливом бликом, розовым, лиловым. И в итоге, вуаля, мы совместили дизайн Аврора, это битое стекло с втиркой, и кошачий френч с той же самой втиркой Аврора. Не бойтесь экспериментировать и всегда пробуйте. Вживую зачастую это все гораздо красивее, ярче и проще. А я надеюсь, это видео вам было полезным или понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. И также не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!